Как собрать осеннее панно и сделать для него бархатную тыкву с плоской основой, показываю в этом видео. Привет, меня зовут Лилия. Сначала делаю основу для композиции и бархатную тыкву для нее. На гофрокартоне рисую овал с размерами 24 на 20 см. Контур делю на 8 примерно равных частей. Контур каждого сегмента скругляю. И вырезаю получившуюся фигуру. Так как у меня тонкий гофрокартон, склеиваю его в 2 слоя. От куска трикотажного бархата отрезала полоску шириной 25 см, а длина полосы равна длине периметра фигуры плюс примерно 7 см. Я, конечно же, не мерила точно периметр, поэтому и добавила 7 см на всякий случай. Ссылку на такой бархат вы найдете в описании под видео. Срез ткани наклеиваю на край картонной фигуры. Делаю это без натяжения ткани, а наоборот слегка ее припосаживаю. Так приклеиваю до конца. В конце короткий срез подвернула и в таком виде приклеила. Теперь соединяю короткие срезы, которые просто склеиваю. Если вы не уверены в качестве такого шва, тогда соедините его ручными стежками. Получился вот такой мешочек с картонным фигурным дном. Набиваю мешочек кусочками синтепона. И стягиваю срезы резинкой. Резинку при этом хорошо затягиваю. Я хочу, чтобы центр был смещен, поэтому подтягиваю резинку к краю. Получилось вот так. А теперь обрезаю срезы почти до самой резиночки. Резинку снимаю и подрезаю небольшие неровности края ткани. Снова собираю срез ткани, но теперь уже на нитку. Плотно стягиваю, делаю еще несколько стежков. Затем закрепляю узелками и нить обрезаю. Вот такая подушечка получилась. В иглу заправила толстую нить, которую сначала закрепляю в центре стяжки. А затем провожу через всю толщину на обратную сторону подушечки. Оборачиваю ниткой край и опять завожу ее в центр. При этом нить я натягиваю, чтобы получался выраженный рельеф. И продолжаю до тех пор, пока не проведу нить во все впадинки на краю картонного основания. Получилась вот такая уже тыковка. Как видите, она имеет и объем, и плоское основание. Это позволит при большом размере тыквы не сильно выпячиваться в довольно-таки плоской настенной композиции.
Из того же картона вырезаю задник для тыквы, чтобы прикрыть срезы ткани и нитки с обратной стороны. Для того, чтобы собрать все элементы композиции, крепить цветы и веточки, делаю для них основание. Намечаю на гофрокартоне контур тыквы и рисую линию на некотором расстоянии от намеченного контура. По бокам отступаю примерно по 5 см, по центру выше около 10 см. И вырезаю. Это будет общая подложка для всех декоративных элементов будущей композиции. Из пенополистирола толщиной 5 см мне нужно вырезать фигуру, которая на подложке выглядит как полумесяц. Мне не хватает куска пенополистирола, чтобы вырезать одной деталью, поэтому буду вырезать из двух частей. Вместо такого пенополистирола можно использовать обычный пенопласт. Части наклеиваю на подложку. А потом придаю поверхности скругленную форму. Так в готовой композиции это пенополистирольное основание не будет заметным. Все цветы и веточки я буду не приклеивать, а втыкать в пенополистирол. Это даст возможность затем с легкостью разобрать этот декор. Ведь такое панно – это сезонное украшение, которое радует нас в дни определенных праздников, а затем его нужно где-то хранить. Поэтому его можно будет разобрать, а в следующем году снова собрать, или же придумать и сделать что-то новое на этой основе. Вместо полистирола можно использовать плотно смятую бумагу, но в этом случае веточки нужно будет приклеивать, так как вряд ли будут другие варианты крепления элементов. Чтобы серый цвет полистирола не проглядывал между веточками, закрашиваю его в темный зеленый цвет. У меня это акриловая краска. А еще для тыквы нужно сделать плодоножку. Я купила детский тесто-пластилин. Да, он так и называется – тесто-пластилин. Похож чем-то на воздушный пластилин. Скатываю колбаску, внутрь которой вкладываю проволоку. Делаю основание. Рисую вертикальные линии, создавая фактуру, похожую на тыквенных плодоножках. Фигурку сворачиваю спиралькой и оставляю высыхать. Но это тесто просто на воздухе сохнет очень долго. Думаю, можно было подсушить в духовке или в микроволновке. После высыхания фигурку окрашиваю акриловыми красками. Фигурку тыквы приклеиваю на подготовленное основание. А фигурку плодоножки приклеиваю на тыкву. Дополнительно использую кусочек деревянной шпажки. Так фигурка будет держаться надежнее.
Основание подготовлено, и приступаю к сборке композиции. Буду использовать разные веточки и цветы. Все возможные ссылки оставлю в описании под видео. Этот подхват для штор покупала в магазине «Три цены», там он совсем недорогой. Но прежде вспомнила, что нужно приклеить веревочку-держатель. Для этого использую 2 картонных кружка. И располагаю веревочку с некоторым наклоном, так как и сама композиция будет с уклоном вправо. Сначала располагаю 3 крупные ветки. Именно ими обозначаю контур будущей композиции. Дальше добавляю другие крупные веточки, которые также располагаю в пределах общего контура и направления линий. Располагать цветы начинаю с крупных. Цветочки можно срезать с общих веток сразу с кусочком проволоки, на которых они были в букете. Или же использовать шпажки или зубочистки. Шпажки к цветам можно дополнительно подклеить. Таким же образом закрепляю шпажки и к другим листьям, веточкам и цветам, у которых нет проволочного стебля. Маленькие яблочки тоже закрепляю на шпажке. Подхват с кистью развязываю. А затем делаю небольшой бантик из шнура. Второй конец я хочу скрутить небольшой спиралью. Шнур немного длинноват, поэтому его немного отрезаю, предварительно обмотав узким прозрачным скотчем. Так шнур не будет распускаться. Проволоку длиной 30 см вкручиваю между витками шнура. Так проволоки не будет видно. А затем этот участок шнура с проволокой скручиваю в спираль.
Чтобы шнур с кистью закрепить в композицию, в области бантика подклеиваю кусочек деревянной шпажки. Как вам кажется, перекликается ли эта композиция с моей новогодней, в которой центральным элементом был мешочек? Думаю, что да. А если вы еще не видели эту мою работу, то вот вам и зимняя новогодняя идея. А пока осень радует нас яркими красками и еще теплыми деньками. Всем хорошего настроения, мира и добра. Буду рада вашим комментариям. А если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале.